Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, отношения и финансы. Лилит или черная луна в соединении с Венерой 28 июня. И этот период может быть не только именно в один день, а это может быть днями раньше, днями позже, где-то с 20-х чисел. Кто-то из вас уже прочувствовал, что что-то меняется. Или в первую очередь, о чем Лилит говорит, это словно наши какие-то чувства или те мысли, которые мы долгое время в себе подавляли или утаивали, они словно рвутся наружу. Это своего рода то зазеркалье, с которым мы можем столкнуться. Мы можем столкнуться словно со своей тенью. И какие-то, если мы говорим кармические уроки, это какой-то опыт, или нам может казаться, что какая-то ситуация повторяется словно в моей жизни, и вот значит мы должны как-то решить ее, чтобы не было вот этих самых повторений, пройти этот урок жизни, сдать экзамен, и мы в последующем будем избавлены от подобной ситуации. Есть у меня во вкладке «Сообщество» на канале ссылка на статью на моем сайте, как раз по поводу черной луны и влияния ее на нас всех по сферам жизни. Вы можете перейти и прочитать, кому интересно. Ну вот вторая половина июня, если вообще в целом так взять июнь, даже не июнь, я бы сказала, а прохождение Венеры по знаку Льва. Это началось 4 июня и закончится аж до 9 октября это будет длиться. И сам по себе вот этот планетарный аспект, он для всех нас очень благоприятный. Но он будет как минимум 2 раза осложняться именно присоединением Лилит. И в данном случае вот к Венере присоединяется 28 числа Лилит, создавая вот эту турбулентность. И еще раз это повторится через месяц, где-то, 19-го, может быть и раньше, опять же. И это будет то время, когда Солнце войдет в знак Льва. И там тоже вот этот период турбулентности, словно что-то закручивается. Или вот наши какие-то импульсы, которые рвутся наружу, психологически, может быть, внутри нас самих, подобное состояние. Должна сказать, что Лилит это не планета. Я надеюсь, многие знают, это есть какой-то пункт или точка. Кстати, точка наиболее удаленной части орбиты Луны. Но несмотря на то, что не открыта пока планета, может быть, наука шагнет вперед, много открытий за последнее время уже сделано, но подмечено годами уже очень давно, что именно к аспекту планетарному эта точка имеет отношение. Каким-то образом она влияет на нас, людей, заставляя то, что какое-то время мы хранили в собственной душе, или какие-то тайны, которые были, вот они как раз могут выйти на поверхность. Тут вообще любая тайна может как бы стать явью. Это тоже нужно учитывать. Вот какие-то кармические уроки выходят на авансцену. И желание будет словно разобраться с чем-то, поставить точку, сыграть последний аккорд. И это может нас вторично подталкивать к каким-то действиям, где-то неосторожным, импульсивным, потому что все это происходит в знаке Льва. А Лев это у нас горячность какая-то, это импульс. К тому, ко всему еще и для кого-то объявятся люди вдруг, внезапно, осложняя и так без того какую-то нервозность, люди из прошлого. Или это, как мы говорим, наши бывшие. Но и не только личная жизнь, отношения, если мы говорим сфера отношений, подвергается вот такой активности. Это еще и деловая сфера, деловые отношения. Это тоже то, что наши какие-то проекты, они не должны быть под угрозой, опять же, из-за какого-то импульса. Не должно что-то пошатнуться из-за каких-то наших, может быть, неосторожных слов или фраз. Будьте внимательны. Еще и внимательны к людям дважды, потому что есть элемент, когда какая-то агрессия может возрастать. Тоже мы ведь не знаем, кто вокруг нас находится. А, наверное, этот период наиболее сложный будет как раз для людей, тех, у кого неустойчивая психика. Прочитайте статью, если кому интересно, потому что все рассказать просто не в формате видео. Давайте узнаем, что думают карты. Не всегда планетарные прогнозы совпадают с Таро. Порой вообще противоположное. Хотя и Таро не совпадает, будем реалистами.
Ну, я надеюсь, вы люди очень интуитивные, какой-то пазл, глядя на второй прогноз, вы сможете сложить для себя, с чем-то определиться. И вот по этим двум сферам, отношения, финансы, ну, как по Венере, мы и сделаем расклад. Но первую карту мы с вами достанем как оценку ситуации, как Таро видит для вашего знака, что в целом для рыб и рыбок. И дальше сфера отношений и сфера финансов. Ориентировочно где-то до 3, я так думаю, июля, когда произойдет полнолуние в Козероге, или после уже там буквально днями, когда это полнолуние состоится, когда уже что-то высветится, да, вот то, что рвется наружу, оно уже выйдет. Мы уже будем видеть какую-то данность, сложившуюся обстановку. А Козерог — это у нас тот, кто любит структуру, порядок, он не любит хаос, он как раз этот хаос как-то причесывает, упорядочивает. Поэтому это короткий период. Почему я говорю, что тут надо не поддаться какому-то импульсу или какой-то провокации буквально. Будьте внимательны. Неожиданности. И неожиданности по финансам. Перспективы или чем все закончится. А может быть, это какие-то новые возможности. Так ведь тоже очень даже может быть. И давайте достанем по карте на ту и другую сферу жизни, что нам помогает. Интересно узнать, что же помогает. Итак, сфера отношений. Будьте на своей волне, не включайтесь в те вопросы, которые вам не нужны. Не повторяйте какую-то свою ошибку. Мы именно за счет импульса можем буквально встрять в какое-то дело или в какую-то, ну, неразбериху саму по себе, где не разобрать, где начало, где конец, и себе осложнить просто-напросто жизнь. Нам показан герой с перевязанной головой, и нам говорят, грабли он где-то уже нашел раньше. И теперь он отгородился вот этим забором и просто всматривается в горизонт. Он готов, если что-то захочет нарушить его вот этот покой и уверенность, вступиться за свою как и территорию, так и буквально за свои какие-то права и себя сохранять, парировать, он готов. Но пока все спокойно, его лично это не касается, он ни в чем не принимает участие, потому что, опять же, есть его величество опыт. Тут больше на самосохранение, понимаете? И поэтому где-то нужно быть внимательным. Мы не должны что-то разрушить, только лишь из-за того, что нам что-то показалось. Или кто-то что-то сказал. Мы не должны действовать по... А тут будут как раз по девятке, почему человек и огородился. Тут могут, как и люди, манипулировать, или могут к чему-то призывать, или подталкивать нас к какому-то действию, или настаивать, чтобы мы приняли как чье-то мнение, положение, или, ну вот, что-то сделали со знаком плюс для кого-то, а нам это обернется в последующем еще какой-то ошибкой, из которой мы будем в одиночку выбираться. Вот помните об этом. Это выпадает на отношения, но ведь это может быть и взаимоотношения на работе, с начальством, с коллегами, в целом какой-то социум. Что по финансам? Возможности. Туз жезлов, тут как раз какие-то возможности могут открыться. И мы тут вообще, знаете, должны сохранять еще раз жезлы, какой-то свой проект. И ничто не должно быть нарушено, понимаете? Вот сохраняй как и себя самого, так и финансы, так и какие-то свои планы. Вот если мы говорим в значении, что может сложиться такая обстановка, что мы пошли в разнос и этим самым где-то на то, что мы, к чему мы шли, словно пошатнется и рухнет. Вот этого не должно быть. Какая-то идея, какая-то возможность, может быть, по финансам как раз заработать каким-то образом деньги. И вот тогда мы этим тоже должны воспользоваться, но грамотно. Неожиданность в отношениях. А здесь нам вообще про искреннюю любовь. То есть мы можем, может быть, будет какая-то ситуация, когда у вас были сомнения в человеке, а здесь они рассеются. Но это взаимопомощь и карта любви, безусловно, но не страсти. Здесь как раз больше о том, что люди понимают друг друга без слов. Это о тех людях, которые нашего круга, как мы говорим, да, люди, которым не нужно объяснять что-то, которые нас не пытаются переделывать, которые нас с нами
не выстраивают какую-то конфронтацию. Поэтому вот эти отношения просто следует беречь. Как таковых неожиданностей со стороны людей, наших близких, именно как будто нет. Больше о возможностях или поддержке и взаимопонимании. А что у нас по финансам? По финансам либо поездка, может быть, это планируемая поездка, а для кого-то из вас это может быть ускоренная поездка, если вы куда-то собирались. И какой-то наш проект, вот как я сказала, он не должен пострадать. У кого-то переезд не должен пострадать от неправильных ваших действий. И поэтому где-то следуйте, как и букве закона, следуйте тому, что принято в обществе. Не нарушайте какой-то гомеостаз самого себя и взаимодействие с миром. Вот для вас это будет очень важно. И тогда не будет каких-то неожиданностей. Хотя у кого-то, я повторюсь, вот какой-то переезд вы сможете сделать быстрее. Или, может быть, сложится так обстановка, ведь туз жезлов иногда это информация, что нужно срочно куда-то поехать. Но все же туз жезлов идет больше в значении, как наши возможности, шанс. И значит, может быть, и придется поехать. Но тогда ведь это выход из зоны комфорта или решение каких-то задач, которые очень сложные. Это как Гордиев узел, принять какое-то Соломоново решение. Вполне вероятно, кому-то из вас придется как что-то скорректировать. Вполне вероятно, и это значение. У каждого по-своему. Давайте мы посмотрим, каков же прогресс. Отдых. В последующем мы можем отдохнуть. Это буквально, когда мы складываем оружие. Но это еще карта статики, когда сколько ты куда-то не рвись, не торопись, вот что-то не получается. Вообще, когда можно успокоиться. И с двойкой кубков, когда мы где-то как и мысли можем порядок привести, так и дать попросту себе отдых, не выстраивая никакой конфронтации. Нам еще раз об этом говорят. Быть на своей волне. Быть, в каком-то внутреннем покое и равновесии, и видеть ситуацию любую совершенно четко, без эмоций. Это на будущее. Значит, тайное становится явным, и принять то, что есть по факту. Вот и все. То, чего мы не можем изменить. А что у нас в финансах? И какие-то новые начинания, какой-то наш проект точно будет осуществлен, и деньги как будто будут, но это паш Пентаклей, чаще это какая-то либо новость, либо возможность. И, например, это у кого-то может проиграться как либо новая работа в последующем, это не в этот период, это то, что как бы завершает этот период или в последующем перейдет в это, как в новые возможности для заработка, как каким-то интересом в изучении чего-либо, так и, в принципе, какому-то вашему проекту. Но и деньги как будто тоже будут, нам не говорят про большое количество, но где-то режим экономии нам придется в последующем соблюдать. Но это все для того, чтобы мы осуществили какой-то свой очень важный план. Что нам помогает? Еще раз нам рационализм и где-то принять его величество ситуацию и сделать правильный выбор, своего рода развилка. И если мы выбираем, может быть, правильных людей, если мы правильное решение, во что-то не ввязываемся, вот я повторяю, это первая карта, а это вот заключительная. Перед тем, как что-то сделать, мы должны подумать, обратиться к опыту прошлого, мы не должны повторить какую-то ошибку, и не должно быть никаких эмоций. Видеть хладнокровно, рационально, логикой, интеллектом, но не эмоциями, мои дорогие рыбы и рыбки, и это нам помогает. То есть есть какая-то реальность, ее нам нужно принимать и дальше думать просто рационально, что делать дальше. И что у нас по финансам? По финансам конкретно, может быть, человек нам помогает, королева жезлов как раз наиболее удачлива в делах, вопросы бизнеса или работа, согласование, какие-то документы. Тут у нее все получается. Единственный момент, что, как совет, если мы буквально сталкиваемся с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет асцендент, а может быть, по Луне у человека, правда, вот в этом знаке как раз Луна. И очень символично, черный кот, который сидит рядом, нам о чем говорят? Вы никогда не узнаете, о чем думает королева.
И даже это может быть не обязательно женщина, девушка. И мы смотрим энергии. Это может быть любой человек в этой энергетике. Так вот, он умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. И мы никогда не узнаем, что же он задумал. Поэтому оставайтесь на своей волне. Вот где-то это как совет. Мы тоже должны быть немногословны. Королеву жезлов как раз по энергетике мы ведь рассматриваем как совет. Ее отличает то, что она, знаете, обладает определенным магнетизмом. С ней хочется дружить, общаться. Ей хочется рассказать что-то. А она эту информацию умеет обработать и какие-то полезные детали от этой информации применить к себе. Поэтому и мы должны быть как вот эта королева и вот этот черный кот, вот какая-то тайна. Не рассказывайте себе много. Помните, наверное, что как успех и удача любят тишину. В конечном итоге нам это помогает. Когда, и если мы про финансы, я бы сказала, когда у нас есть подушка безопасности или какая-то сумма, которую мы придержали, прямо скажем, заначка, мои дорогие рыбы и рыбки. В целом оценка ситуации нас может какое-то сообщение или какое-то дело, или есть что-то, как полное разочарование. Это карта ночного кошмара, но она как раз нас оборачивает вот где-то к верхнему ряду. Это то, чего нет. Вот точно полилит. Это какое-то зазеркалье. Это то, что нам приснилось, а реальность другая. И чем быстрее мы откроем глаза и увидим, что же фактически происходит, оценим, ну, наверное, в соотношении с собственными планами и амбициями, тем будет, чем быстрее вот этот анализ мы произведем, или вот этот выбор для нас будет это в плюс, потому что мы как будто в душе можем вот такую себе картину нарисовать, а нам говорят, реальность, она другая. Поэтому всяческие эмоции исключить. Есть у нас как будто как минимум один человек, который нам где-то может прийти и на помощь, где-то нас выслушать, понять, и как будто больше-то уже и не надо, а в отношении как и людей, и всего остального нам будет важен рационализм и хладнокровие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.